Саньонги – это одни из самых уродливых машин в мире. Ну, полный привод работает, но мы сползаем. Всем привет! Как всегда, на канале у меня неожиданное что-то может появиться, и вот эту машину, я уверен, многие не ожидали. Все-таки мой канал в первую очередь ориентирован на японские машины, а теперь у нас в кадре будет корейская. Ну, это уже не первый раз. Ту же Истану мы как-то раз показывали, даже у меня был выпуск про очень специфический такой мерседесовский грузовичок, я вам так скажу. Мне часто нравится снять именно что-то необычное. А про эту машину на одном из моих прямых эфиров мы говорили как: Саньонги – это одни из самых уродливых машин в мире. Да я ж пошутил. Но, ребят, это все касается предыдущего поколения подобной машины. Более того, я вам скажу, это не машина, которая вот собранные на Солерсе непонятно кем, непонятно как корейцы. Это все-таки Саньонг Каранда, то есть именно корейская версия подобного пикапа. Для внутреннего рынка, можно сказать. После того, как все эти Актионы и прочие входили в список самых уродливых машин во всем мире, и американцы так считали, и европейцы, потому что вот этот клюв, это просто невозможное что-то. Новую внешность машине нарисовал Питер Шрайер, дизайнер, который начинал свою карьеру в Audi. Ну, из известного, что он нарисовал? Он нарисовал, например, дизайн первой Audi TT. Ну, то есть, молодец мужик. В 2006 году он сбежал из Германии в Корею, по приглашению его перекупили в Kia, потом он перешел в Hyundai Group, так что им далеко за ним ходить не пришлось. Саньонг просто позвонил в Hyundai, видимо, и сказал: слушайте, нашу тачку все называют уродливой, дайте нам кого-нибудь, кто нам нарисует нормальную морду машине. Сразу машина преобразилась, ей только этого и не хватало, потому что в профиль, что со стороны задницы, это вполне себе приличная машина. Если учесть еще, что он здоровенный, на самом деле он вообще крупная машина, он 4990 миллиметров, то есть без 10 миллиметров 5 метров автомобиль. Прикиньте, это так-то дура еще та. Суровым проходимцем его, конечно, не назовешь, потому что клиренс у него довольно-таки скромный для пикапа. То есть, знаете, это что-то такое скорее городское, просто для иногда выездов на природу, какую-нибудь дачу, там что-то типа того. То есть, надо понимать, что несмотря на то, что рамная конструкция, полный привод, вес очень нехилый, колесная база длинная. Такой себе, знаете, аналог Хайлюкса. Все-таки Хайлюкс я бы предпочел, конечно, такому автомобилю. Но с японскими пикапами с недавних времен сложно. Я вам серьезно говорю, в связи с всеми известными событиями, да, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, японцы на пикапы наложили санкции. Да, вроде как негласный это, неофициальный запрет, но все-таки такая проблема нынче вылезает. Поэтому, если кто-то хочет почувствовать себя ковбоем и прямо ему не терпится пикап, хотя мне всегда было непонятно, нахрена в принципе пикап в городе. Все-таки те же обычные внедорожники или микроавтобусы мне кажутся более практичными автомобилями. Но в любом случае остается у вас на выбор только две версии. Корейский вот такой Каранда, либо УАЗик. Про дорогущие пикапы американцы вообще, я думаю, некорректно упоминать в таком выпуске про народный пикап. По цене привозить корейские машины из Кореи напрямую выгоднее, чем покупать корейские же автомобили, собранные в России. В Корее мало вот таких настоящих аукционов, как в Японии, их там буквально штук 5 этих аукционов. И обидный момент, что в Корее нету таких дотошных инспекторов, которые проверяют качество автомобилей, которые выставлены на аукцион. Поэтому, если вы, получается, будете приобретать автомобиль напрямую из Кореи, вам придется отправлять туда человека, который сам будет толщиномером проверять, что ж там вам действительно хотят впарить. По сути, это покупка в корейском аналоге дрома. Расстраивает, что здесь нет никакой ручки, вот, допустим, вот в этом месте, чтобы удобнее было заскакивать. Своего рода какую-то маленькую элитарность сюда сунули, естественно. Сюда сунули. Я вот, например, вижу вставочки под карбон. Очень даже солидно выглядит. Мягкий пластик такой, вполне себе солидный, с хорошим таким тиснением. Не серебряночка, а какие-то такие вот под карбончик, под алюминий. Какие-то такие рисунки пластика. То есть здесь кожа молодого дермантина, естественно, разумеется. Неплохо, что у сидения есть достаточное количество регулировок. Пусть они хоть и механические, ну, то есть нигде тут нет там никаких кнопок, памяти положений, что вы там, это же Mercedes почти что. Хотя я вам уже несколько раз говорил, что зачастую электронные это что-то такое тормозное, ты такой нажал и
ходу оно там едет, едет, едет. Ну, подразумевается же, что ты потом будешь пользоваться памятью положения, один раз нажал, и оно настраивается. А механически быстро, раз, раз, под задницей подкрутил, сверху подкрутил. Все, нет проблем. Еще бы руль вертикально регулировался, а он только вверх-вниз. Но руль-то у нас здесь, конечно, что-то с чем-то. Это что за пианино-баян? Па-па-па-пам, па-па-па-пам. Причем, слушайте, оно даже неудобно, оно даже в руки не ложится, эти кнопки. До них неуклюже как-то тянуться. Гудеть даже неудобно, господи. Радует, что хоть у версии помоложе, с рулем обстановка явно лучше. Ну, там года 17-18. Кстати, вот по этим верхним кнопкам понятно, что автоматическая коробка та самая знаменитая шестиступенчатая Tiptronic с переключениями вот этими на кнопках, которая славится своей ненадежностью. Знаете, особенно если учесть, что даже сами корейцы в какой-то момент это поняли, и с 2014 года брали вообще эту коробку шестиступенчатую и оставили только пятиступенчатую крепкую. Регулятор режимов полного привода вот на такой крутилочке. Это такое все жиденькое. Ну вы чё? Ну это вот тоже это вот эти поползновения сделать машину с какой-то премиальностью, да? То есть, ну это что? Это же некрасиво будет, если мы здесь рычаг сделаем, да? Рычаг переключения раздатки. Не, мы сделаем вот такую крутилочку такую аккуратненькую. Мне нравится, что торпеда повернута к себе. Вот у нас версия еще ранняя, они идут аж до 2018 года, то есть есть прям совсем свежие. И вот в этом месте стоит мультимедиа с андроидом. Ну типа того, слушайте, вы же не плюетесь на мультимедиа с андроидом в китайских машинах. Ну, значит, и здесь это тоже будет нормально. Очень удобный кармашек под магнитолой. Причем, кстати, USB-шки, все вот эти ауксы и прочие входы здесь есть. Даже можно родной вот этой дисковой магнитолкой пользоваться нормально. Я, в принципе, даже на современной магнитоле всегда пользуюсь ауксом. Мне нахрен не уперлось вот это все дело. То есть я просто мобилку воткнул, и все, и слушаешь, что тебе там хочется. Ну, не запариваясь. Прикуриватель, между прочим, в очень удобном месте. Сразу можно вот регистратор подключить, вполне себе норм. Здесь вот есть большой карман с подстаканниками, причем, о господи, что здесь такое? Это здесь не карман для подстаканников, здесь склад. Так, ключи от Хонды, ключи от Карины. Ключи от дома, видать. Да, еще патрубки для, видимо, этого охлаждения. Да, соединительные трубочки. Да, однако, слушайте, видно, человек готов к любым испытаниям. Да, сегодня мы готовы. И даже запасные лампочки есть. Сгоревшие. Нет, это не запасные, это сгоревшие. Подстаканник большой, нормальный. И подстаканник маленький для пассажира. Слушайте, я как будто в «Жигулях» сижу. У нас что тут столько всего? Это что? Это ключ от гаража 100%. Дольче Габбана. Так, стойте. А, так это человеческая вонючка, это не автомобильная. Ну, слушайте, нормальный бардачок, что тут только не влезает. Хорош, хорош, хорош. Есть подогревы передних сидений, но только режим вкл-выкл. Нельзя сделать потеплее, похолоднее, как-нибудь здесь тоже можно было крутилочку замутить. Но, увы. Кстати, у меня есть информация, что на задние сиденья тоже бывали подогревы, но, разумеется, опционально. Есть подушки безопасности. Так скажем, в начальные года выпуска были только вот у нас водительская, пассажирская, у которой там, скажем, 17-18 год там уже, там опционально может быть их до 6 штук. Любопытно, что не нашел в машине пепельницы. Прикиньте, нету. В такой большой машине я бы ожидал, что бардачок будет крупнее. Здесь просто такой стандартный прям совсем. Не здесь в этой части тоже ничего нету, ни полки, ни кармана. Ну, так себе вопросы с эргономикой, конечно. Действительно не очень комфортно дотягиваться. В целом комфортненько, знаете, так все ложится на свои места. Единственное, в салоне для меня единственный недостаток, что какого-то хрена руль в бардачке, а не на нормальном месте справа. Вот все, я вот это не воспринимаю. Я должен на тротуар из-за руля выходить. 68 сантиметров, да? Ну так вот, плотненько, да? Да, 68 сантиметров ширина проема двери. Проем задней двери узенький. У двери такой выступ углом прямо. Я на него сам чуть не напоролся сейчас, пока дверь открывал. Мне кажется, на него реально можно натыкаться там, животом там как-нибудь. Вот смотрите, сейчас у нас вот это переднее кресло настроено под человека ростом 186. И мне прям уже все, уже пиздец. Уже все, никак уже, я уже туда, владельца сюда уже никак не затолкаешь.
Сиденье, но вот назад там ему двигаться некуда, там же уже стенка, все. Не, ну, конечно, если я себе настрою под себя, то мне сзади будет более-менее. Но в любом случае, да, пикап есть пикап. Сиденье плоское, в принципе, оно трехместное, да, то есть втроем можно ехать, тем более, что у него очень маленький тоннель снизу. Ну, реально очень маленький туннель. Сзади предусмотрен бардачок, у нас он, правда, уже уничтожен, там заколхозили что-то там, конечно. Но знаете, бардачок там есть, такой прям с крышечкой. У поздних версий есть уже изофиксы для крепления детских кресел. Соответственно, нам намекают изначально, что возите здесь ребятишек. Спинка заднего сиденья складывается. Но здесь есть, во-первых, неудобный момент, потому что рычаг, за который оно складывается, находится с одной только стороны. И причем с пассажирской, не с водительской. То есть он вот здесь, вот я его нажал. И складываю... Да ёпсель-вопсель. Вот. Приколитесь, народ. Без шуток, это кривой стартер, вы гляньте. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Я уж прикалываюсь. Да, это для того, чтобы запаску открутить. Задняя поверхность тканевая, не пластиковая, хотя ее вообще не видно. Позади вот этого сиденья нету еще третьего ряда. Могли бы спокойно сделать вот эту заднюю часть сиденья пластиковой, чтобы можно было еще и вот эту часть смело использовать для перевозки груза. Вариантов кузова существует несколько. У нас, так скажем, спортивная версия, то есть такая типа обтекаемая крышка, ну что-то типа такого. Они есть еще с цельным закрытым остекленным кунгом таким, ну в общем они разные есть. Я удивился тому, что кузов здесь очень прям солидных размеров, прям грузовичок натуральный. Вот смотрите, только сама длина кузова 130. И плюс еще вот эта открывающаяся часть, ну то есть в принципе мы можем положить какой-то груз еще и на саму крышку. Причем крышка солидная, тяжелая, металлическая, все сурово. Петли вполне себе нормальные, как, не хуже, чем у того же Хайлюкса, я вам скажу. Ну то есть все прилично. А если вместе с открытой крышкой, 1,90 м. Прикиньте, 1,90 м это только вот эта часть. На крышке, смотрите, выемка под аварийный треугольник. Как ее только там крепить, там же нету никаких ни крючков, ничего. Что, на присоске, что ли? Да ну, глупости какие. Покрытие здесь пластиковое по всей части, вот тут вот. И по бокам. И, то есть, вполне себе легко мыть, прибираться в машине. Ну, высота кузова, ну, вот если, ладно, вот давайте не будем прям полностью, а вот если полезная часть именно до крышки, 55. И, кстати, я вот в кузове, да, это самое грязное место машины, я в кузове что-то не особо вижу каких-то ржавых, гнилых участков. Очень даже неплохо все. Вот я даже пластмасски приподнимаю. Вот. Не просто так. О, он тут, понял, пишет винтер режим. Винтер это зима, бляха-муха. Вот давай у нас зима, включим зиму. Сразу говорю, что у нас резина оставляет желать лучшего, да, то есть здесь внедорожных побед мы не получим. Но, по крайней мере, я хочу понять, насколько этот пикап имеет хотя бы кроссоверный уровень. Ну, слушайте, ощущение, конечно, кроссоверно как минимум. То есть я сижу высоко, хорошо, но это вам, разумеется, не крузер, не Land Cruiser, конечно, не настолько высоко мы сидим. И здесь, ребят, самое время сообщить вам тот момент, который меня очень порадовал. В этой машине не родной мотор. Родной двигатель, дизелек. Это печаль. Для начала вам скажу, что в случае с конкретно Корандо дизельный двигатель всего лишь 2-литровый. И он в собственной разработке Саньонга. Прикиньте, все-таки это их мотор. Это не заимствованный от Mercedes двигатель. У него там проблемы с топливной. У него там проблема с форсунками. Они текут, прикипают. Прикиньте, к ГБЦ. Может переломиться коленвал от недостаточного давления масла на низких оборотах. Ну, короче, знаете, такой себе дизелек, честное слово. Поэтому то, что в эту машину свапнули нормальный тойотовский двигатель, тем более 5 VZFE, это 3,4 литра V6, 190 лошадей, это 300 ньютон крутящего момента. Это просто офигенный мотор. Но он стоит очень не слабо. То есть под 200 тысяч его ценник. Сами понимаете, это двигатель от старых машин. То есть это, например, от Prado конца 90-х или от Тундры начала 2000-х. Ну, то есть это свап хороший, но все-таки требующий вложений.
Поэтому ощущения от машины у меня теперь будут совершенно другие. Я ее ощущаю как кайфовую, достаточно дурную, то есть при каждом нажатии на педаль газа он рвет из-под себя. Ёпсель-мопсель, видали? Тихо, мы потихонечку, давайте не спешить. Я уже сейчас понял, что глубокий снег, ну, соответственно, летом серьезная грязь, это далеко не то, с чем эта машина может справляться в стоке. Ну, мы попробуем маленечко ее за диагонали чуть-чуть вывесить, поэтому поехали. Посмотрим, как у нее работает подвеска. Подвеска у него, кстати, простая. Двухрычажная спереди, неразрезной мост сзади. То есть все обычно. Обыкновенная рама, такая квадратного сечения, да, то есть не трубчатая, как, например, у той же Истаны. Машина у нас сейчас, по сути, на фулл тайме. То есть просто всегда полный привод. Вот знаете, я вам скажу, газовать на нем сейчас нужно осторожнее, потому что бензинка выдает крутящего момента прям очень много. Есть серьезная вероятность закопаться. То есть я очень плавненько жму на газ и стараюсь идти плавно. Ну что, стоим. Ну, вы понимаете, да, что тест не настолько правдив, поскольку нету этого дохленького дизелька, который, кстати, имеет в себе, знаете, еще какую подляну, этот дизелек? Он 155 лошадиных сил в этом поколении машины. Соответственно, вы за эти 5 несчастных лошадок, которые никаким боком не чувствуются, платили бы весомо больше налогу. Слушайте, как думаете, справится, нет? Ну, полный привод работает, но мы сползаем. С места забраться мы не в силах. Чуть-чуть не хватило, слушайте, прям чуть-чуть. Масюсенькую прям чуточку не хватило. Вот жопу, да. Жопа, встань нормально, давай. Ну, здесь уже играет роль резина плохая, да. Давай спустимся вниз. Короче, если мы вывешиваем без блокировок, без всего, конечно, мы буксуем и какие-то ерунду какую-то производим. Сходу, а не с места. Я спокойно забрался в эту горку, как видите. То есть полный привод сработал, все четенько, все красиво. Блокировочку в задний мост. В принципе, было бы неплохо. И жить можно, жить можно. В общем, ребят, эта машина не дает такого ощущения безнаказанности точно. Смело прямо на нем ездить, конечно, не будете. Даже с учетом того, что здесь агрегаты посерьезнее, да, стоят, чем родные. Как я и сказал, я действительно здесь чувствую как раз вот именно большие размеры, большой вес. Все это вот именно чувствуется, когда ты вот по пухляку вот этому пытаешься ехать. Но зато, я думаю, если мы поедем по асфальту кататься, именно по городу, по трассе, мне кажется, он вполне бодрая будет машина. Ну и пердячий пар, господи, да смойся ты уже куда-нибудь, блядь. 5,7 секунд до 60. Еще такое ощущение прикольное, прямо так. Ух, прямо, ух.
60 км в час он берет примерно за 5,5, за 6 секунд. И это еще, я же говорю, учитывайте, что ну, никакого зацепа нету, тут даже некоторая колейность присутствует. Ну, в общем, в качестве концовки хочу сказать, что мне нравятся разные машины. И не надо думать, что если канал ориентирован преимущественно на японские тачки, на нем не может оказаться что-то другое. То есть, если мне это интересно, можно, конечно, отснять и что-нибудь другое. Ну, вот немецкие тачки я еще не особенно так люблю, конечно. Но это особенности проживания, да, у нас просто регион такой, на японок ориентированный. Но в целом оставляет приятное впечатление, особенно если учесть, что машина технически простая, даже, в принципе, с завода, в ней в подвеске ничего особенного нет. Рама это, причем, тоже неплохо. То есть, можно доработать, можно сделать эту машину прям офигенной. И самый главный недостаток, то есть ее жуткая внешность, ну, вы понимаете, да, какой эта машина была раньше, да, до 2012 года, он устранен, этого недостатка больше нет. И значит, вполне себе можно ей поставить лайк. Мне вполне нормально. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, все ссылки есть в описании. Обязательно приходите на прямые эфиры, рассказывайте друзьям о моем канале. И всем пока. О, какой большой радиус разворота, ну ты корова, ё-моё.